Заброшенные места, поглощаемые природой, словно бы вселяют надежду, что человек не успел еще все испортить своей деятельностью, что природа способна затягивать свои раны. Они напоминают также, что ничто не вечно. На них, как на кольце Соломона, читается надпись «Все проходит, и это пройдет». В таких местах я чувствую умиротворение и покой. В каждом растении, пробивающемся из плиток в полу или заползающем внутрь сквозь разбитые стекла. В каждом пролетающем в этом небольшом пространстве насекомом, нашедшем здесь свой новый дом. Где-то жизнь закончилась, а где-то она начинается. Вот гроздья теперь уже дикого винограда свисают со стен. Вот упавшая с лозы гусеница исследует материал твоей куртки и не может понять, где оказалась. Вот еле заметные движения плавающих личинок насекомых в мутной воде на дне старого бассейна, позеленевшие от цветущих в нем водорослей. Сквозь разбитые стекла и распахнутые двери пение птиц звучит гораздо громче. Шаги и голоса сопровождаются небольшим эхо. Но ты стараешься не шуметь, а слушать. Такие места мои любимые. Они производят на меня гораздо больше впечатления, чем заполненные старинной мебелью дома, в которых кажется, что хозяин вот-вот вернется. Сюда же больше никто не вернется. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и Гера, и проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. Наш сегодняшний выпуск будет немножко отличаться от всех предыдущих, потому что здесь будет не история одного конкретного места, а история сразу 3 заброшенных мест. Иногда так бывает, что места не имеют каких-то долгих и особенных историй, которых хватило бы на целый выпуск, но показать их вам все равно очень хочется. Поэтому мы и решили так выйти из ситуации. Тема, как вы уже, наверное, догадались, у нас будет достаточно зеленая. Сегодня мы перенесемся в заброшки, где растительность уже потихоньку берет верх. Эстетика и красота пойдут с нами под руку. Первое место, которым нам хотелось бы поделиться, это заброшенный парк в Италии. Он достаточно большой и полный интересных объектов. Итак, поехали! Эту изящную теплицу, затянутую растительностью, мы кое-как нашли в недрах такого же неухоженного парка. Когда-то на содержание такой большой территории не хватило средств, и ее огородили от всех любопытных. Природа начала вступать здесь в свои права. А раньше по стареньким дорожкам парка ходили знатные люди, приехавшие на расположенные неподалеку курорты для поправки своего здоровья. Теперь затерянные в зелени теплицу, фонтаны и скульптуры поразбивали чуждые ко всему прекрасному вандалы, а следы их деятельности прикрыла бесстрастная природа. Целебный источник, давший начало курорту, был открыт на этих землях в XIX веке, и сразу после его обнаружения вокруг вырос целый комплекс зданий, готовых принимать у себя богатеньких гостей. Здания были построены в средневековом стиле, увенчанные массивными зубчатыми башнями. Они относили всех новоприбывших к истокам истории местности, где находились. Именно во времена Средневековья тут впервые обнаружили соседние целебные воды, и уже в то время начали их активно использовать. Источник у заброшенного парка был открыт одним из самых последних. До наших дней дошло только одно здание из всего комплекса, и в настоящее время его медленно реставрируют. С развитием медицины спрос на целебные воды резко упал, и если в начале 20 века от желающих посетить курорт не было отбоя, то сейчас количество посетителей сильно снизилось. Поднимать исторически значимые здания, которые, возможно, в дальнейшем не принесут прибыли, никто особо не торопится. А мы, раздвигая упавшие на тропинке ветви кустарников, тихонько прогулялись по остаткам былого великолепия, погрустив над разбитыми скульптурами и повосторгавшись ковру из укутавшего ступени лестницы плюща.
Надеемся, что восстановительные работы продолжатся и в парк, ну или хотя бы в термы, снова вдохнуть жизнь. Второе место, в которое мы отправимся, также находится в Италии. Когда я впервые увидела его издалека, я вообще не поняла, в какую помойку мы приехали. Во всяком случае, издалека это выглядело именно так. Но внутри нас ожидал сюрприз. «40 лет заброшенности». Наверное, не очень практично было ставить бассейн в небольшой деревеньке, где даже дома раскиданы друг от друга на приличные расстояния, чтобы не мешать соседям. Но его все-таки поставили и через несколько лет закрыли. Его история, как и сама конструкция бассейна, густо поросла растительностью и в ней же затерялась. Когда ты проезжаешь по узенькой дорожке, то видишь только края крыши, выглядывающие из-за кустов и верхушек деревьев. Сейчас от нее остался только металлический угловатый каркас. Стеклянный потолок разбит вандалами, как, в принципе, и все внутри здания. Растения здесь повсюду, и, заходя внутрь, ты словно бы оказываешься в джунглях. Только хрустящие под ногами осколки стекла портят все впечатление. Хотя по пустым залам, примыкающего к самому бассейну корпуса, можно найти раздевалки и туалеты, а также небольшие кафе с вытянутой барной стойкой, где после купания посетители могли немного отдохнуть и заказать чашечку кофе. Кофе, кстати, в Италии подают в очень маленьких дозах и обычно ничем не разбавляют. Но пить его здесь как целый ритуал, и 1-2 полноценных глотка растягиваются на неопределенное время, дополняемые перелистыванием свежей утренней газеты. Как раз самое то после физической нагрузки. Только все это было раньше. Сейчас здесь поселились растения, довольствующиеся постоянно царящей тут влагой летом и защитой от холодных ветров зимой, а редкими гостями стали птицы и мелкие животные. На полу растянулся мягкий ковер из мха, а разбитые стеклянные стены сменились стеной из окружавших здание кустарников. Творение человека, отданное природе. Вот что бывает с непродуманными бизнес-проектами. В таких случаях всегда очень жаль вложенных сил и средств. Ну а мы приближаемся к третьему месту, о котором хотим вам рассказать. И на этот раз мы перенесемся во Францию. Помню, когда впервые опубликовала фотографии отсюда в блоге, то получила огромное количество ваших реакций. Кстати, если хотите больше историй о заброшенных местах, добавляйтесь к нам в соцсетях. Все ссылки есть в описании к данному видео. Я обожаю места, где природа начинает вступать в свои права и затягивает все растительностью. Как и в случае с этой прекрасной оранжереей. Просыпающееся солнце, довольно ловко обходя окружившие стеклянную оранжерею деревья и кустарники, наполняло ее мягким светом. Принадлежавшая раньше богатому промышленнику и расположенная в тишине среди лесов и полей, эта чудесная стеклянная постройка конца XIX века теперь обрастает со всех сторон промышленной зоной. В свое время вандалы кидали в нее камни, следы от которых так и остались на теле оранжереи в виде зияющих дыр. Подробности ее появления узнать не удалось. Более того, официально эта великолепная постройка даже не существует. Ее нет ни в кадастре, ни в городском плане. Тайну ее появления не смогли поведать даже живущие поблизости люди. Когда они купили землю, оранжерея уже была тут, объятая растительностью. Соседи скашивают вокруг траву, да отпугивают нежеланных посетителей. Возможно, иногда они даже сидят здесь веселой компанией или в одиночестве, перелистывая страницы книги. С какой целью и для кого ее построили? Был ли это зимний сад для теплолюбивых растений? А может быть, это был подарок для возлюбленной? Уединенное место, где происходили тайные встречи? Когда-то неподалеку находилась и вилла, но на сегодняшний день от нее ничего не осталось. Удивительно, что вилла была разрушена и снесена, а хрупкое строение из стекла и металла уцелело.
Прямо в центре оранжереи под куполом располагается камин. Использовали ли его для того, чтобы зимой было комфортно здесь находиться, или же просто для обогрева растений, неизвестно. Но камин выглядит чистеньким, и, возможно, соседи иногда его используют. Мы пришли сюда с утра, когда солнце было еще ласковым и позволило немного поснимать. Оранжерею окружали разросшиеся кустарники и деревья, а также вездесущий в этой стране плющ. Он пробрался и внутрь через разбитые стекла, начал обволакивать стены, пол и даже стоящие где-то диванчики. Перед входом стояла красивая статуя девушки, покрытая разноцветными пятнами мхов и лишайников. Сейчас за оранжереей присматривают четырехлапые охранники, чтобы никто больше не смог причинить ей вред. Но как долго она еще простоит в стремительно развивающемся районе города, неизвестно. В случае с этой оранжереей есть нюанс. Она нигде официально не значится и потому находится в довольно уязвимом положении. В любой момент ее могут потребовать снести, что, конечно, будет очень грустно. Ну вот, друзья, мы и познакомили вас аж с 3 новыми заброшенными местами за раз. Расскажите в комментариях, какой из них вам больше всего понравилось. И вообще, как вам такой формат? Ваша обратная связь очень важна для нас. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Будем исследовать заброшенные места вместе. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Нам будет очень приятно, а каналу позволит развиваться дальше. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока!